Всем привет и спасибо, что вы пришли ко мне в гости, заглянули ко мне на мою любимую кухню, где мы с вами готовим вкусно, быстро, полезно и красиво. Друзья, сегодня я предлагаю вам приготовить вместе со мной очень интересное испанское блюдо, за которое до сих пор ходят споры на испанской земле, потому как часть испанцев считает, что это чисто испанское блюдо, но испанцы, проживающие в Валенции, они считают, что это валенцийское блюдо. И, как вы уже, наверное, многие догадались, мы с вами сегодня сделаем паэлью. Паэлью с дарами моря. Сейчас я хочу рассказать малюсенькую такую историю, как это блюдо вообще родилось, потому что рецептов более 150, можно экспериментировать как угодно и с разными продуктами, как дарами моря, так и с мясом. Так что те, которые не хотят слушать историю, прокрутите, сразу идите к видеорецепту, а описание самого рецепта будет под этим видео на английском и на русском языках. Итак, одна из легенд, которых очень и очень много, гласит о том, что юноша, влюбившись в девушку, пригласил ее домой и хотел что-либо приготовить для нее на ужин. И вот он как бы посмотрел, что у них есть. Это был рис и дары моря. И вот он как бы все это совместил, полил оливковым маслом и сделал на большой-большой сковородке это чудесное блюдо. Родители, услышав запах, спросили: что это ты там такое готовишь на кухне? И юноша ответил: параэлла, что означает в переводе с испанского «для нее». Но родители услышали паэлла. И, естественно, потом они поделились со своими соседями: ой, как же было вкусно, такое блюдо сын сделал, и называется это блюдо паэлья. Так что это одна из легенд. Мы можем верить или нет, но такая легенда существует. Что, мои хорошие, не будем больше тратить время, давайте готовить. Для приготовления нашей паэльи нам с вами понадобится из орудий труда большая сковородка специальная для паэльи. Если у вас такой нет, вы можете просто-напросто взять обыкновенную сковородку, у которой у вас есть такая побольше в доме, да? Чаша, куда мы будем с вами выкладывать продукты, которые мы будем периодически как бы менять, обжаривать и выкладывать сюда. Шумовка, лопатка для переворачивания, маленькое полотенце и из продуктов питания. 350 грамм риса, 200 грамм у меня рыбного бульона. Также здесь у меня 4 средние морковки, 2 большие луковицы, 2 болгарских перца, 250 грамм зеленого горошка, масло для жарки, конечно же. Ну и самое интересное, лангустины 600 грамм, это у меня получилось где-то 13 штук, я посчитала. 600 грамм кальмаров, 300 грамм креветок. Из специй у меня шафран, видите, но он такой очень какой-то специфический, муж откуда-то с Индии его привозил, то есть буквально пару перышек. И я для цвета взяла еще и куркуму. Сбор тоже соль какая-то с разными специями, все по вашему вкусу добавляем, да, и помните, что если это соль, то она уже, эта специя как бы соленая относительно. 7 черри помидорчиков, 5 зубчиков чеснока и 2 лайма, которые также можно заменить на лимон. Вот такой у нас сегодня с вами комплект прекрасных продуктов свежих. И теперь мы с вами будем приступать к самому интересному, к приготовлению нашей паэльи. Как видите, я уже разогрела нашу сковородку, и теперь отправляю в горячее масло наш лук. У меня сковорода на 12, но я немножко убавлю, по-моему, это сильно много. Давайте на 9, вот так вот, чтобы она постепенно все жарилась. Так все это у нас выглядит. Немножечко обжарим наш лук и затем введем морковку. Все как обычно, помешиваем лучок. Вот у
Он сейчас немножечко прихватится, и мы с вами добавим морковочку. Как и договаривались, отправляем морковку. Ничего, если я ручкой добавлю немножко так. Все это тоже перемешиваем. Видите, морковку я порезала кубиками, но так, довольно крупненько. Запах у нас такой чудесный уже в кухне. И все так красиво, как я люблю. Буквально пару минуточек, и мы с вами вводим болгарский перец. Все это перемешиваем. Теперь к этой красоте добавляем черри-помидорки. И буквально через минутку мы отправим ко всей этой красотище, к прелести, чесночок. Чеснок здесь. Все хорошенько перемешиваем. Чеснок нам должен дать такой запах, но аккуратненько смотрите, чтобы он у вас не подгорел. Иначе, вы знаете, чеснок придаст блюду некую горечь. А этого мы не хотим. Все, видите, немножко мы обжарили эти овощи. И теперь нам нужно все это собрать и выложить в нашу миску. Как я вам об этом уже и говорила. Потому что овощи должны быть такие, знаете, немножко обжаренные, но совсем не вареные. Они должны быть такими хрустящими. Теперь я беру вот такую вот посудину и перекладываю сюда то, что мы с вами обжарили. Все стучит. Так. Теперь мы добавляем еще масло. И нашу сковородку мы отправим в лангустины. Так вот они выглядят, такие красивые. Они уже, конечно же, готовы, но мы их немножко обжарим. Чуточку, знаете, для того, чтобы лангустины отдали вкус, понимаете, вот то, что в них, в панцире у них содержится, это все отдаст и придаст такой пикантный вкус нашему блюду. Огонь у меня на 9. Все должно быть быстро. Переворачиваем. Там, как я сказала, они же уже у нас готовы, но немножечко они должны прихватиться. И вот эта вся прелесть нам даст вкус. Переворачиваем. Вот такие красавцы они у нас получились. Теперь лангустины мы отправляем в мисочку до лучших времен. И будем обжаривать наши кальмары и креветки. Так. Все так же быстро. Оно должно буквально прихватиться. Наши кальмарчики обжарятся немножко. Обязательно помешивайте, потому как процесс происходит очень быстро. Буквально немножечко. Вот так вот мы их обжарим, чтобы они отдали сок, прихватились. Теперь креветочки пойдут к кальмарам. Вот такая веселая компания у нас с вами получается. Опять же, это все должно происходить очень быстро, потому как креветки и кальмары, если их долго жарить,
парить, они будут такие, знаете, резиновые. А нам этого совершенно не нужно. Все, они прихватились. И теперь самое время добавить в эту красоту, бум, к рису я добавляю на 1 стакан, то есть 300 мл у меня было риса. Я отправляю 600 мл воды и бульона. Перемешиваем. Добавляем специи. Еще раз хорошо перемешиваем и оставляем вариться. Так, как, знаете, мы делаем, когда плов. То есть вода должна испариться, специи раствориться. И вся эта прелесть у нас скоро с вами получится. Смотрите, уже вода закипает. Бульон. Можно сюда также добавить и белое сухое вино, какое-нибудь недорогое. Оно тоже придаст такой пикантный вкус. Пусть теперь это все потомится, и я вам покажу, что у нас скоро с вами получится. Жидкость постепенно испаряется, видите, рис набухает. И все именно так у нас должно и происходить с вами. Когда воды станет поменьше, или бульона, который мы с вами добавили, мы введем с вами остальные овощи и будем следить за процессом. Сейчас самое время попробовать на соль и на специи. То есть, если чего-то не хватает, то пока у нас достаточно много жидкости, бульона, то самое время добавить немножко перца или тех специй, которые вы хотите, которые вы любите. Да? Когда жидкость испаряется, то очень-очень важно помешивать нашу паэлью. Видите, чтобы ничего у нас не пригорало. Ну и, конечно же, можно немножечко убавить температуру. Смотрите, как рис уже увеличился в объеме, и жидкости стало гораздо меньше. Вот, помешиваем еще раз. И теперь давайте мы с вами добавим наши чудесные овощи, которые придадут цвет, вкус этой великолепной палитре. Бум! Смотрите, как у нас все красиво. Все это перемешиваем. Тоже помидорчики сейчас и все наши овощи дадут еще немножечко жидкости к нашему блюду. А как это начинает пахнуть, просто еще лучше, чем это раньше было. Смотрите, какая прелесть у нас с вами получается. Обожаю, все красивое, полезное и вкусное. Теперь давайте немножечко еще убавим температуру. Вот, я поставила на 7. Все хорошо перемешаем. И дадим нашему блюду потомиться минут 5. Видите, как у нас увеличился объем? Тут порция получается на целую компанию. Смотрите, как все у нас прекрасно, красиво и красочно. В самый раз, видите, у нас еще немножечко есть жидкости. Мы добавляем наш зеленый горошек. Это опять же, видите, он у меня замороженный. И, естественно, в нем есть какое-то количество воды. То есть он еще даст больше влаги нашему рису. Все это немножко перемешиваем. Все у нас уже почти готово. Вот так вот. Рис прекрасно выглядит. Пахнет у нас чудесно совершенно. И вот этот зеленый горошек, он дает такую прям красочную гамму к нашему блюду. Все, больше влаги нам не нужно. И теперь, вот после помешивания, мы с вами будем выкладывать наши лангустины, которые тоже дадут немножко такого пикантного вкуса, о котором я вам говорила ранее. Прямо по кругу. Они сейчас тоже подогреются. Все у нас будет очень красиво. Вот какой
какой он большой один. Вот тут какой-то бэби появился. Но мы их всех разместим. Прям вдавливайте их так хорошенечко в нашу паэлью. Так. Смотрите, как у нас все чудесненько выглядит. Так. О, прыгнул за мной. Сюда положим. И еще одного поместим вот сюда. И то, что было у нас какой-то соус, мы тоже сюда капнем. В завершение я хочу добавить лайм или лимон, то, что у вас есть, да. Это тоже даст такой чудесный пикантный привкус к нашему блюду. А когда вы будете выкладывать уже порционно, то выдавите сок из этого лайма, и будет еще вкуснее. Так, куда мы этот положим? Ну, давайте сюда. Окей. И еще я немножко симпровизировала. Я сходила в наш сад-огород и срезала совершенно молоденький такой чесночок. У нас же чесночок уже был, да, мы его обжаривали вместе с нашими овощами. И вот такой вот прелестью я посыплю еще и наше блюдо. Все. Вуаля! Наша шикарная паэлья готова. Вот так вот наше блюдо выглядит. Ну разве это не красота? Ну это же просто настоящая Валенсия. Вы посмотрите на это блюдо. Ой, ну какое же оно тяжелое. Я еще, если серьезно, потомлю нашу паэлью буквально 5 минут, когда уже до конца испарится жидкость из зеленого горошка, и буду подавать. Ну и, конечно же, до встречи с красивой тарелкой. Дорогие мои, посмотрите, что у нас с вами получилось. Посмотрите на эту красоту. Аромат божественный совершенно. Все очень и очень аппетитно, вкусно, ну и полезно. Ну, конечно же, это блюдо я поставлю можно, потому что очень и очень тяжелое. Ну, а сковородку я вам уже вообще просто не могла как бы показать. Она весит немерено, я не знаю, сколько килограмм. Поэтому это все красиво выложила. Видео со сковородочкой вы увидите. Кстати, сковородка тоже имеет свою историю. Если вы хотите услышать, то мой муж очень часто ездил в командировки, летал в командировки в Испанию. И в одном ресторане он всегда заказывал паэлью. И это было любимое блюдо. Хотя там, для того, чтобы в этом ресторане заказать это блюдо, нужно было записаться. И там оно готовилось 4 часа, не так, как я с вами быстренько все сделала. Вот. И уже хозяин ресторана этого знал моего мужа в лицо на протяжении многих лет, и он ему в один из прекрасных дней подарил вот эту самую сковородку, поэтому она у нас такая красивая есть в нашем семейном, в семейных наших прелестях кухонных. Блюдо, как я уже повторюсь, не является таким бюджетным. Почему? Потому как, ну, все это дорого стоит, но тем не менее иногда можно себя побаловать на какие-либо праздники. А сейчас у нас праздничные дни, поэтому я решила приготовить именно нашу паэлью. Дорогие мои, балуйте себя иногда деликатесами, разнообразьте свою кухню как-то какими-то интересными рецептами, не бойтесь еды, кушайте, ну, конечно же, помните о том, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. И спасибо, мои хорошие, за то, что вы у меня все есть, и за ваши комментарии. Оставляйте ваши просьбы, чтобы вы хотели, чтобы мы с вами в следующий раз приготовили. Я с удовольствием буду для вас готовить. Ну, а сейчас мы идем пробовать вот этот шедевр. Спасибо, что были сегодня со мной, и до новых встреч, до новых рецептов. С вами была любящая вас Виктория. Пока!